Всем привет, с Ириной. Сегодня я хочу приготовить наш такой, хороший белорусский рецепт. Это будут блинчики с тыквой. Мне очень нравится этот рецепт, и я с удовольствием, с огромным удовольствием хочу сегодня поделиться с вами. Если вам понравится, здорово, кто любит тыкву, или наоборот, те, кто не очень ее любит, но хотел бы потому что она очень полезная. И вот в таком виде эта тыква очень хорошо кушает. С тыквой готовится очень несложно, поэтому давайте будем приступать. Порезанную тыкву я сейчас залила холодной водой, поставила в кастрюлю варить. И варить мы ее будем 20-25 минут. Сейчас мы начинаем взбивать. Сейчас я подготовила сыворотка. Можно взять либо молоко, либо сыворотку. 2 яйца и сухие дрожжи, это чайная ложка. Вот это тыквенное пюре, которое мы взбили и приварили тыкву 20-25 минут. Сколько тыквы? Посмотрите, сколько у вас там есть, это не принципиальный вопрос. У меня вот такой вот объемчик получился. Сейчас я добавлю в сыворотку, вначале дрожжи высыпаем сухие, вот таким вот образом. Вот. И мы их с вами немножко помешаем. Дрожжи я размешиваю в сыворотке. Можно брать, это у меня сыворотка осталась после сыра, который я приготовила. Скоро на моем канале появится рецепт, который я вам выложу. Вот эта сыворотка образовалась после этого сыра. Он очень вкусный. Я вам покажу, как он быстро и легко делается. Это будет всегда хороший вам вкусный десерт такой. К чаю, кофе. Это чуть попозже. И вот эту сыворотку я сейчас, видите, буду использовать для приготовления блинов тыквенных по-белорусски. И вбиваю 2 яйца. Два яйца добавили. Пол чайной ложки соли. И добавляю сахар. 1, 2, 3, 4, 5 чайных ложечек. Можете то же самое, можете чуть больше, чуть меньше. Это тоже как вам по желанию. Тут вопрос этот не принципиальный. То есть кто как любит, и мало ли вы там с какой-то начиночкой еще захотите завернуть. Вот мне достаточно столько будет сахара. Все очень хорошо перемешиваем. Сахар, соль.
соль и там наши яйца, которые мы разбили. Пока вот это мы все перемешали с вами. Теперь можно либо взять вот венчиком и вот таким вот образом это все размешать. Либо у того, у кого есть миксер, это все взбивать при помощи миксера. То же самое. Вот. Мы пока это все с вами взбили. И теперь мы выкладываем наше пюре тыквенное. Мы его перекладываем, оно горячее, как раз, если даже у вас молочко было прохладное или сыворотка, вот как раз наши дрожжи, которые мы с вами всыпали, сейчас они заработают еще лучше, потому что добавляется такое горячее пюре, которое сварили. Видите, какое красивое. Из тыквы рецептов очень много, сейчас хорошая пора. То вот я тоже сходила рядом на ярмарку и купила тыкву. Вот сегодня я готовлю вот такие блинчики. У нас будут очень полезные, вкусные, тыквенные. Все, это я все добавила. И теперь мы это все размешиваем. Вот, таким образом. Видите, во-первых, и цвет будет очень красивый из самих блинчиков. То есть такой насыщенный, оранжевый, красивый. И в то же время очень будут полезные, сытные. Кто, допустим, просто не любит тыквенную кашу, всегда ее можно вот таким вот образом сделать. Тыквенное пюре переложили. И сейчас я буду просеивать муку. Вот на это количество сегодня у меня просто должны прийти ко мне гости, поэтому я блинов хочу приготовить чуть больше, чем обычно готовлю. И поэтому вот на эту порцию у меня где-то грамм 300, наверное, 350, ну максимум 400. Я добавлю, пока просею где-то 300 грамм и посмотрю по консистенции этого теста. Вы тоже это увидите, какое оно должно быть. Я подготовила муку, ее просеяла. И теперь буду добавлять. Вот. Немножко добавили и можно промешать. Вот таким вот образом. Все как обычно на блинчике. То есть получится только наша вот эта добавка, что мы с вами добавили тыкву. Если делать с тыквой, это очень вкусно. Вот сейчас я не спешу пока. Вот таким вот образом я смотрю, насколько у меня влажная мука или сухая, сколько мне ее еще понадобится. Вот. Можно еще дальше добавлять. Очень хорошо будет, если добавить сюда 1 ложечку оливкового либо подсолнечного масла и все это вместе размешать. Вот такая вот густота у меня получилась. Вот. Вот такой консистенции. И немножечко, ну вот сейчас я вам покажу, мы поставим, сейчас я прикрою пленочкой. И оно должно постоять минут 15-20. Видите, уже появляются такие вот пузырьки. Это начали работать дрожжи, то есть они уже почувствовали муку, что здесь есть сахар, и начинают свою работу. Мы даем отдохнуть нашему тесту и ставим на 15-20 минут. После этого начнем выпекать. И вот посмотрим результат, что у нас получится. Ну что, приступаем печь наши блинчики. Наше тесто уже очень хорошо поднялось немножечко, подошло. Сейчас я вам его покажу. Сковородки у меня чугунные, как я их рассказывала вам. Очень люблю на них готовить. Прежде чем вот я сейчас смазываю маслицем, я их очень хорошо прогрела. То есть ни один блинчик у вас тогда не пригорит.
Вначале я поставила, хорошо прогрела, теперь смазала маслицем. Сейчас вот я вам покажу, насколько хорошее вот тесто. Оно постояло у меня где-то, ну вот, минут, наверное, 20. Вот такое оно красивое, немножечко поднялось. И вот сейчас мы будем с вами вот таким вот образом. Сковородка большая, я поэтому, ну вот так вот буду его делать. Вот так. И разравниваем. Ну, как кто, ну, размер себе кто какой хочет. Вот какой вы захотите, вот, тот размер вы и раскатываете. Вот таким вот образом. То же самое вот у меня получится и на вторую сковородочку. Я добавляю немножко огня, потому что грели сковородки на более медленном. И вот сейчас вот таким вот образом. Все, наши блинчики пекутся. Ну что, смотрим, как пекутся наши замечательные белорусские тыквенные блинчики. Сейчас я вам покажу чуток поближе. Вот. Вот таким вот образом. Это вот на одной сковородочке. И вот на второй. Получается, вот смотрите, какая у него густота. Вот видите, оно подошло. Вот таким образом. Вот подошло время поворачивать блинчики. Сейчас я аккуратненько вот так вот. Сейчас проверим, этот тоже готов. Так вот аккуратненько. Все, даже видите, первый блин совершенно не комом. Ароматно идет на всю кухню. Видите, и красивый очень. Вот такие белорусские блинчики с тыквой у нас сегодня будут. Замечательный десерт. Обязательно посмотрите. Вот выложу в скорости для вас очень хороший вот этот сыр. Прямо мне так нравится, поэтому я вам его вот, наверное, несколько раз и повторяю про этот рецепт. Не пропустите на моем канале его. Вот показываю вам, видите, вторая сторона отличная.
получилось у меня много блинов. Очень вкусные, прям как медовые. Во-первых, была сама тыква мускатная, и, в общем, получилось замечательно. Поэтому всем приятного аппетита, кто эти блинчики такие будет по моему рецепту печь. Пока-пока.